Одно из самых захватывающих зрелищ на свете — смотреть, как работает мастер. И не суть важно, чем именно он занимается. Пишет картину, рубит мясо, чистит ботинки, не имеет значения. Когда человек выполняет дело, ради которого родился на свет, он великолепен. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Карта Oil Rampage. На верхней позиции начинает Маракар, генерал Грейнджер, воздушные силы США. На нижней позиции дает старт Big Size, генерал Тао, ядерная армия Китая. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк, те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Итак, друзья, два реплея в одном видео. Нельзя было отрывать их друг от друга, по моему скромному мнению, и вот, собственно, я и решил записать их совместно. Игры в рамках челленджа до 6 побед, призовой фонд $25. Давно я не видел в таких челленджах Сайза, и вот он появился. Жду боя 1 на 1 против Фарго. Маракар, напротив, наиболее активен сейчас, набирает форму перед мировой серией, как раньше, так и впредь остается одним из лучших в мире генералов. Карта, я считаю, профильная для Маракара, а вот как будет действовать Сайз, на ней мы сейчас и посмотрим с вами. Итак, погнали, давайте будем уже наконец приступать. Прилетел дроп, высадился здесь Маракар, пока не дает захватывать вышки Сайзу. Поехал дозер вперед и ставит военный завод достаточно близко, который расположен сейчас к Маракару. Посмотрим, поможет ли это Сайзу сейчас в борьбе против того самого Маракара. Вообще, по всем канонам, как бы Эйр здесь должен победить, но мы посмотрим, как Сайз-то будет действовать. Поехал Хаммер вперед, как раз таки через центр. Посмотрим, что он будет делать. Тем временем все-таки захватывает Сайз здесь вышку. Тут спрятался своими красногвардейцами, пока бункер до них не достает. И тем временем Хаммер подъезжает, и будет он как раз таки отменять эти самые захваты. Но Сайз уже вышку-то захватил. Но вот красногвардейцев потерял, и здесь, соответственно, вышку-то уже захватить не получится. Придется вновь спамить из казармы красногвардейцев, чтобы эту вышку как раз таки захватывать. Пробивается саполтраки. Хаммеры хорошо работают. Идет как раз таки сейчас здесь ракетчик, видимо, хотел минировать Хаммер, пока он отвлекался, но не вышло. Тем временем дозер, до свидания, поехал вперед дракон, но там есть ракетчики, которые этот дракон, в принципе, должны, по идее, закрыть, но они горят и горят достаточно ярко сейчас на данный момент, да? Ну и можно, в принципе, ехать вперед этим драконом, выселять тот самый дом, например, но все-таки дракон-то закрывается с помощью лазерлоков, хотя с потерей достаточно большого количества пехоты. Тем временем Хаммер один отступает. Какой-то из этих двух Хаммеров, видимо, был потерян. Бункер по-прежнему за Маракара. Вновь пришел красногвардеец. Маракар не переводит при этом огонь из этого бункера по красногвардейцу-то. И поэтому просто один стреляет в вышку, другой стреляет в бункер. Вот такая вот, друзья, ситуация. Тем временем труповоз закрывает Хаммер. Тут также много очень пехоты, которая перла на Маракара, но Маракар отбивается. Наспамил армию и противодействует сейчас Сайзу на левом фланге. БТР закрывается ядерный БМ, и идут красногвардейцы вперед, но Маракар очень хорошо работает, и, соответственно, вся эта армия потихонечку, да, и закрывается. Гатлинг поехал вверх здесь по карте, но у Маракара уже практически все это захвачено, только разве что НПЗ захватить осталось. У Сайза одна вышка по-прежнему не в активе. Есть у него здесь саплай один, есть второй, есть третий, но он пока не добывает, ведь саполтраки были все потеряны благодаря Хаммеру, который Маракар как раз-таки привез-то в самом начале, можно сказать, игры. Попытался Сайз здесь вышку сжечь, но не дают этого сделать. Работают при этом Хаммеры, да, блокируют военный завод. Минус еще один дракон. Удается Маракару сдерживать натиск. Нужно пробивать, естественно, этот военный завод. Он здесь совершенно не нужен, причем, в принципе, Маракар сейчас и занимается. Тем временем выходит один БМ и взрывает здесь раз, два. Ну, два Хаммера забрал, причем один остался каленый. Не хватило, к сожалению, мощи БМа при его потере, чтобы 3 Хаммера забрать. Тем временем справа заходит дракон, но не удается до вышки близко подойти. И, естественно, дракон уничтожается с помощью Хаммеров. Ну и поехал Маракар уже вперед, пробивает вышку, пробивает Батлмастер.
минус БТР. Ну и, естественно, красногвардейцы также потихонечку здесь сливаются. Вышка, до свидания. И пошли в дело ядерные оверлорды. Тем временем Хаммер справа, здесь ЕЦМ танк, но он абсолютно не мешает Маракару, чтобы уничтожить военный завод. Пробивается вышка. Так, оверы тем временем смещаются направо. Плюс есть ЕЦМки, которые, в принципе, могут прикрыть и закрыть, соответственно, от огня от этих самых Хаммеров. И полетела ковровая бомбардировка закрывать сапплай и пропаганду. Но сапплай выживает. Практически на нолях, можно сказать. Но, тем не менее, в активе и продолжает качать ресурсы. Здесь слева, тем временем, Бигсайз все-таки дал хотя бы один сапплтрак. Оверы продолжают кататься, ну и также слева здесь Хаммера один был потерян. Даже два Хаммера было потеряно. Пробивается овер. Овер минус, также закрывается пехота. Ну и Хаммеры продолжают напрягать здесь Сайза, а справа ракетчики просто стоят, просто на дежурстве. Кстати, еще одна вышка Сайзу была уничтожена. Пока нижний боец не может выйти из своей базы, пока Маракар его держит здесь, да, в центре его блокирует. Но армия, в принципе, копится, армия неплохая. Здесь 4 овера, 2 ЕЦМ танка. Но вот один ЕЦМ танк сейчас-то будет потерян, да, конечно. Оверы пытаются подойти как-то к Хаммерам, но Маракар очень хорошо контролит. Он успевает наспамить еще одну пачку, причем дефается вовсю. Все у него на базе, в принципе, хорошо, и ставится Airfield. При этом при всем ставится и командный центр. У Маракара появляется уже 3-й ранг. Это значит, что ждем А10, ждем Спектр Ганшип. Сайз тем временем, кстати говоря, стартовал без продажи КЦ. Есть у него пропаганда, он ее перестроил, и в 3, я так понимаю, да, 3 военных завода продолжает спамить. Ну и пошли оверы вперед. Так, заходят, начинается перестрелка, и слушайте, неплохо Сайс разбирается-то. Разбирается с Хаммером, все поубивал, медичка также была минусована, остался последний, высаживается при этом пехота Маракара, лазерлоки. Но овер выживает. Тем временем залетел, я так понимаю, Спектр Ганшип и уничтожил вышку. У Сайза остается вышек все меньше и меньше. 3 уже потеряно, осталось всего лишь 4. Ну и заходят, слушайте. Нижний боец-то все-таки заходят. И достаточно уже близко к границам Маракара. Разбивается Firebase, но на пути сапплай и команды центра, который только-только был отстроен. Через центр также идет атака с помощью пехотинцев. Приехали труповозы, да, высаживается Сайз и пытается как-то с Хаммерами здесь сражаться, но Хаммеров слишком много. И поэтому красногвардейцы просто сейчас все уничтожаются. Оверы заходят по левому флангу, продолжая свое наступление. Минус сапплай, дозер. Можно было бы пробить, наверное, КЦ, но Сайс решает сначала уничтожить вышки. Тем временем летит арт-удар, я так понимаю, да, на казарму. На одну и вторую, но они обе выживают. Залетает тем временем ковровая бомбардировка, но она не долетает. Слишком много ракетчиков, все это дело сбивается. Здесь все оверы погибают. И слушайте, атака все-таки захлебывается. Уничтожил здесь вышку, уничтожил сапплай, Firebase, перебил пачку. Но большего, к сожалению, сделать не удалось. Также и в центре. Ну, слушайте, в центре здесь достаточно много Хаммеров легло, прежде чем остановить-то Сайза, да? Ну и 2 овера здесь просто пока что в центре стоят. Залетает Аврора, пробилась здесь, но правда наполовину. Но все это дело, естественно, восстановится. Еще один овер. Еще один овер подъезжает, плюс 4-й добавляется. Там есть армия, в принципе. Маракар, если будет хорошо контролить, то должен разбираться. По идее, заходит Лотос, ставится новый Firebase. Так, ну и пока что все сосредоточение войск одного и другого бойца на центре. На центре карты. Минус 1 Хаммер. Пробивается при этом Оверлорд, и Сайс, я так понимаю, разворачивает свои войска. А тут Лотос ворует командник, но Маракар успевает распродаться. Повесил здесь Маракар, я так понимаю, дрон, либо просто просветил. Ну, видно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой, слушайте, а не опрометчивый ли это шаг сейчас был, да? Убить Firebase вместе с дозером, но при этом не закрыть Лотос. Лотос, в принципе, может сейчас перехватывать вышку. Лазерлоки при этом при всем сейчас на овер. Если ЕЦМ танк мешает. Но 2 овера было потеряно. Вновь пачка достаточно мощная у Сайза собирается. И идет он вперед. И ковровка летит. И ковровка неужели попадает Маракар? И просто уничтожается практически вся. Да вся армия Сайзу сейчас уничтожается подчистую. Хаммеры закрывают последний овер. Перехватил вышку. Ладно, да, хорошо, прекрасно. Но нет армии. Это мины. 4-й ранг у Сайза. У Маракара уже 5-й. Ждем топливную бомбу. Соответственно, возможно, еще и появятся листовки.
Так, ну мины прекрасно на самом деле легли, они перекрывают оба военных завода, 2 хаммера сразу же здесь потеряны. Приехал дозер, будет разминировать, полетел спектр ганшип на вышке, я так понимаю. Да, пробиваются вышки. Вот здесь, напоминаю, Сайз захватил с помощью Лотоса, и Лотос здесь явно погибла. Лотоса здесь не наблюдается. Вышка была уничтожена, и Биг Сайз сдается. Вот таким образом прошел первый поединок. Достаточно интересно, насыщенно. Ну а мы с вами посмотрим реверс. Итак, друзья, второй поединок. На этот раз уже реверс. Теперь Биг Сайз будет стартовать за Эйра, а Маракар будет стартовать за ядерного генерала Китая Тао. Посмотрим, как Маракар теперь будет противостоять Сайзу за ядера и как будет наступать Сайз за Эйра. Но, по крайней мере, если Сайз будет так же действовать, как действовал Маракар, то я, в принципе, правильно сказал. То есть наступление, сдерживание, ну а там в конце, естественно, поражение Маракара. По крайней мере, так должно быть. Но будет ли это так? Мы сейчас с вами, естественно, и посмотрим. Явно Сайз не собирается продавать свой командный центр, но за Эйра, в принципе, очень мало бойцов продают свой командник. А вот Маракар, слушайте, смело, достаточно смело продать КЦ. Ведь может прилететь тот же Раптор и просто забрать дозер. Устанавливается сапплай, старт в 2 казармы и ставится Эйрфилд. Побежали красногвардейцы на захват вышек. Сайз тем временем готовит дроп и полетел сейчас на левый фланг к Маракару. Возможно, искать те самые дозеры. Но, кстати говоря, да, у Сайза висит здесь дрон, естественно, он видит. Но не знаю, достает ли он до командного центра. Но сейчас понятно стало, естественно, Сайзу, что командного центра того нет. Разбегаются ракетчики, слушайте, и лазерлок, в принципе, да, с потерей 2 ракетчиков забирается у Маракара сейчас дозер. Последний засаживается обратно в чинук и полетел дальше искать последний дозер у Маракара. Так вот, он как раз таки сейчас и находится на карте, да, и начинается вновь лазерлок, пытается Маракар свой дозер как-то спасти, побежал красногвардеец с ракетчиком разбираться, маневрирует дозер вокруг недостроенного Эйрфилда и пытается как-то спрятаться. Захват вышек происходит. Маракар успевает, в принципе, здесь и дозер свой как-то спасти, закрыть ракетчика, так при этом при всем еще и вышки захватывать. Сайз, в принципе, занимается всем тем же самым. И новый дроп? Нет, это приехал дозер. Возможно, ставить казарму и пытаться как-то с помощью нее сейчас пушить соперника. Прилетает все-таки новый дроп. Сайз пытается высадиться, ему это, естественно, удается. Вновь лазерлок, только, к сожалению, с одного ракетчика. И вновь получал дозер. И буквально чуть-чуть ему осталось, чтобы погибнуть. Пытается Маракар своего строителя спасти. Напоминаю, строитель последний командного центра. Нет, еще один недостроенный филд. Но у вас здесь достроить филд получилось. Слушайте, и дозер неужели спасется? Выходит Хеликс, пытается как-то, я так понимаю, сейчас уничтожать ракетчика. Слушайте, ну и передавил. Передавил Маракар Сайзу последнего ракетчика, которого он здесь дропнул. И ставит военный завод. Поставил при этом при всем Сайз казарму. Здесь красногвардейцы от Маракара пытаются противостоять, я так понимаю, Сайзу, ну, в плане захватов, естественно. Минируется филд и начинается перестрелка пехоты. И, естественно, такими силами, в принципе, Маракар должен казарму-то Сайзу закрывать. Но у него остался здесь дозер. У него остался дозер, и дозер нужно уничтожать и очень срочно, потому что устанавливается еще одна казарма. Тем временем залетает Хеликс, и Хеликс с помощью Раптора, до свидания. До сих пор жив дозер, он уже устанавливает второй военный завод. Слушайте, не удается. Не удается Сайзу пока строителя Маракару закрыть, но зато Маракару удается перехватить у Сайза вышки. Вполне, в принципе, успешно. Одна уже захвачена, дозер по-прежнему живой, на 0 хп. Тут буквально вылетел еще один Хеликс от Маракара. Так, ну и полетел Раптор вперед. Полетел вперед Раптор, и прям под носом, по сути, у Сайза сейчас захватывается вышка. И при этом, при всем, падает Хеликс. Ну и дозер, слушайте, дозер-то все-таки был уничтожен благодаря Раптору. А чем еще так быстро мог сейчас Сайз Маракару закрыть дозер? Ну и все, с чем остается Маракар? 2 казармы, электростанция, сапплай. Всего лишь один, но хотя бы есть вышки, есть филд и 2 военных завода. Ну и попер, я так понимаю, Маракар вперед с помощью пехоты. Поехали гатлы также в бой и начинают пробивать фаербейс. Полетели 2 Раптора вперед, вполне возможно, по направлению к электростанции. Да, все верно, мимо казармы будет выбивать сейчас энергию, чтобы замедлить спам Маракару. Сейчас Сайз уничтожает фаербейс и дозер. Выезжает также ядерный Батлмастер. Перехватывается филд. Серьезно, неужели так просто сейчас Маракару удастся перехватить этот самый филд? Подъехали хаммеры.
Но я думаю, что да, удастся все-таки отменить этот перехват, и Филд продолжает жить. Но Маракар идет вперед, пробивает бункер, залетает Раптор. Полетел пока, правда, непонятно куда, уничтожать Хеликс. Вот для чего. Здесь каленый, кстати, Филд стоит. Почему бы не залететь и не уничтожить его, чтобы эти Хеликсы не напрягали это так постоянно. Здесь перестрелка пехоты. Справа Маракар наступает и подходит уже очень близко к Сайзу. Есть у него хаммеры, есть пехота. Вопрос, как он будет сейчас противостоять. Слишком близко подъехал здесь к пехоте. Уничтожили Гатлинг. Еще один Гатлинг также минусуется. И устанавливается стратегический центр. Есть у Сайза дозер. Не продавал КЦ. Напоминаю. И подошел Маракар достаточно близко сейчас к казарме, начинает ее пробивать. Я думаю, что такими темпами также может лечь и вторая. И практически уничтожил еще один хаммер. Военный завод уже на пути, уже очень близко. Очень много пехоты, есть тут техника, правда ее немного, всего лишь один Гатлинг. Труповоз пустой, явно. Взлетает Раптор, один и второй, и уничтожается Гатлинг. Есть меры против ракет, естественно, и без потерь, в принципе, Рапторы сейчас обратно садятся. Филд по-прежнему жив. Два военных завода также есть две казармы, есть сапплай. Все вышки также на месте. Залетает ковровая бомбардировка, и минус два военных завода разом. Прекрасно, Сайз, отлично. Но вопрос, чем останавливать вот эту армию? Ложится еще один Хеликс, минус два хаммера. Взлетают Рапторы, пехота по-прежнему продолжает свое наступление. Военных заводов не осталось, и неужели сейчас пойдет еще и Филд? Да, все верно. Еще здесь ракетчики плюс красногвардеец пошли также вперед. Пробивается Филд. Слушайте, минус хаммер. Пытается Сайз как-то противостоять. И Раптору просто некуда сесть. Трехлучковый Раптор просто сейчас падает на землю. Еще один Раптор, скорее всего, также сейчас падет. Слева заряжают Гатлы. Неужели Маракар возьмет эту игру? Неужели сейчас Эйра-то все-таки сломают того самого, который должен брать эту игру по всем канонам? Но работает при этом при всем сейчас снайпер. Нет казарм больше у Сайза, но он успел каким-то образом все-таки вывести его. И этот снайпер просто сейчас уничтожает пехоту одного юнита за другим. Есть здесь три хаммера справа, тут две вышки. Остался перехват командного центра. И Сайз раз продается. Не получается Маракару его перехватить, но он перехватил сапплай. И прикрывается с помощью тех самых-то чинуков. Дроп ракетчиков, но они попадают под огонь фаербейза, их нужно срочно уводить. При этом Гатлы и ракетчики бьют военный завод. Сайз уходит последним своим строителем. У него больше нет командного центра, ведь он его распродал во время того, когда Маракар пытался перехватить этот самый командный центр. В одном из камеров сидит снайпер и отрабатывает пехоту. Строится новая электростанция. Маракар бьет, и бьет достаточно мощно сейчас. Пиксайза, слушайте, падает фаербейс. Осталось всего лишь два здания. Неужели Маракар в такой ситуации сможет это все затащить? Здесь дроп ракетчиков, но есть тот самый легендарный, тот самый мощный снайпер, отважный и так далее. Очень много эпитетов сейчас можно, конечно же, привести, но он бьет просто всю пехоту сейчас. Маракару удается отстроить военный завод. Здесь есть 5 хаммеров, которые прикрывают сейчас дозер. Ставится казарма, 3 гатлинга, и пехота идут вперед. Но от этой пехоты ведь никакого толку, пока жив этот самый снайпер сейчас. Спасает на самом деле Бигсайз еще то, что есть вышки. Благодаря этим самым вышкам есть экономика, и можно дальше продолжать перестраиваться. Убить бы дозер, казалось бы, да, но попробуй до него еще доберись. Прилетает очень много чинуков. Ну сколько много? Ну 4 штуки. И блокировка, естественно, ракетчиков, и 3 гатлинга, причем один с 3 лычками. Сзади здесь еще и ракетчики пробивают по дронам. Слушайте, ложится сейчас у Сайза вся армия. Лазерлоки на гатлинг, работает хаммер. И похоже, что один гатлинг сейчас все-таки ляжет. Да, все верно, остался последний. А пехота-то далеко, но дропает Маракар. Он просто работает. Он работает теми самыми чинуками, которые выходят с перехваченного сапплая. И блокируется одна и вторая казарма. Гатлинг продолжает работать, уничтожает ракетчиков. Снайпер жив. И от пехоты, по сути, сейчас мало толка. Ну, разве что сюда куда-то дропать, пытаться уничтожить дозер. Отстраивается сапплай, серьезно? И минус Гатлинг все-таки. Все-таки минус Гатлинг. И Сайз побеждает. Вот такие поединки получились у бойцов Novel Rampage. На самом деле счет, естественно, стал 1-1. Прекрасные просто поединки. Как я ранее говорил, ну нельзя было их отрывать друг от друга, да? Ну серьезно, то есть тут прям вот оно перетекает из одного поединка в другой. Ну шикарно просто.
Просто шикарно. Как же я рад, что есть такие бойцы в мире генералов, которые показывают такие достойные поединки. Ну что ж, ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.